Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на июнь. 5 шагов к большому прорыву. И я должна сказать, что июнь перевернет планы некоторых из нас, и этому способствует сразу 3 очень мощных транзита. И первый – это у нас Марс в Тельце. Уже это состоялось в мае, с 19 мая, но практически до конца июня Марс останется в Тельце. Уран в Близнецах, этот надолго, этот на 7 лет. Ну и ретро-Плутон, период ретроградности, вернет нас к некоторым прежним вопросам, предложит нам из прошлого что-нибудь такое эдакое, и это тоже будет продолжаться до середины октября. Вот давайте раскроем секреты. Энергии июня таковы, что это в целом переход от общей какой-то спешки и галопа к более продуманным действиям, к осознанному достижению целей. И на картах старинного цыганского пасьянса мы с вами рассмотрим первый шаг к большому прорыву. Больше, конечно, карты нам о событиях. Вот конкретно показывают. И напомню, в крайних рядах мы можем соединять карты по вертикали, по горизонтали. У вас совпадает семейное счастье. Ну, кстати, по астрологии, да, тема взаимоотношений, личных отношений, решение, может быть, и вопроса по жилью или связанных с перемещениями, путешествиями, переездами, тут у кого что. Но и сама по себе личная жизнь. Это и дом, и домочадцы. Те, кто в доме, будем говорить, да. Пойдем дальше, пока не вижу других совпадений. Что нам еще расскажут и покажут карты? Ну, может быть, на июнь тема дома, правда. Возможно, это у кого-то из вас. Вот смотрите, тут совпадает, опять же, по крайним картам, если мы говорим. Мечи скрещенные. Это внутреннее состояние тревоги. Вообще, тревога не очень так соответствует знаку Овен. Но, видимо, есть какая-то тема, которая покоя не дает. Но это не есть материальный объект. Это преднастроенность наша где-то, вот, наверное, такой психологический какой-то момент, трюк, да, внутренний, когда либо мы кому-то не доверяем, а может быть, мы всем доверяем, но, ну или не всем, в каком-то объеме, в нужном, да, а просто сомнение, когда получится, не получится какое-то дело. Я вот больше именно тревога, которая что-то может получиться, а может быть и нет, как, знаете, такой вибрирующий момент. Но это как будто по судьбе. Судьбоносные какие-то у вас события, которые буквально либо дома происходят. Венок – это радость. Радость буквально, которая идет в вашу жизнь по судьбе. И я бы сказала, двойная радость, потому что для кого-то это может быть как новое знакомство. Корт – это у нас флирт. В целом это хорошее настроение, которое в центре, вот да, этот код. Поэтому, мои дорогие овны, хорошее настроение будет вас сопровождать, ну, как минимум, в начале июня. Но хочется сказать, на протяжении всего июня. А вы знаете, не так и много совпадений. Причем такое доброе начало. Вот с этой подковой у нас же еще с вами год лошади. Раньше, если помните, если мы рассматриваем как символы, подкова, ну, считалась как на удачу, да? Ну, вот, может быть, сопровождает, тем не менее, вас удача. Поэтому, ну, каких-то, может быть, и действий других от вас это требует. Но есть радость и есть чем вдохновиться, или чем, или кем, может быть, вдохновляться. Есть что-то доброе, ладно. Смотрим, что у вас еще совпало. Это пусть это будет как первый шаг к большому прорыву. Поэтому большой прорыв мы можем характеризовать, ну, решение вопросов по дому, личной жизни, семье, с планами. У кого-то это может состояться важное знакомство. Не вижу больше совпадений, но есть переживания. Ну, продолжается, да? Череп, опять же, не есть что-то материальное, но это вот какая-то тревога. Может быть, кстати, у кого-то это будет связано с новым знакомством. Вот я такое тоже не исключаю. С новым знакомством, когда мы еще не знаем, что от человека ожидать. А может быть, это сложится какая-то ситуация по судьбе. Тот вопрос, когда нам нужно воспользоваться моментом. Я этого тоже не исключаю. Ладно, мои дорогие овны, пойдем дальше. Проясним
И первый шаг, да, это если мы с вами узнали, какие события идут на ваш порог, то второй шаг, что придет в личную жизнь, в любовь, в отношения. Давайте достанем одну карту. И второй шаг – это финансы, Таро на деньги, да, что вам нужно знать вот именно на июнь. Третья карта – неожиданное приключение. Что будет внезапно, что для вас будет неожиданно. Какие вообще неожиданные приключения вас ожидают. Потом мы раскроем каждую позицию. Ну и пятый шаг, к чему приготовиться. Что ждет овнов впереди. Итак, личная жизнь, мы с нее начали. Вот тебе на, 5 мечей, карта конфликта. Ну, может быть, это какой-то застарелый конфликт. По 5 мечей это не есть что-то новое. Нет, мои дорогие, это уже... Ну, то, что сложилось, может быть, у кого-то годами, может быть, это в течение месяцев, предыдущих дней, что-то тянется, да. И эта карта часто нам говорит, что будь готов к компромиссу. То есть, в принципе, где-то нам предвосхищают, что нет смысла что-то доказывать, в какой-то ситуации упорствовать. Ну ладно, пусть нам теперь раскроют. А что это такое? Это вообще зачем это такое нужно? Для овнов, моих дорогих, любимых овнов. Итак, что же там за второй шаг? Что идет в вашу жизнь? Возможно, это какой-то человек вот для кого-то. Или вы сами сочтете, что вам нужно, как закопать топор войны. А может быть и какой-то человек, который готов на перемирие. А для кого-то ситуация именно спорная, может быть, она связана с материальными ценностями, когда нужно договориться для того, чтобы бонусов, денег конкретно было больше, мои дорогие. Что это еще? 9 кубков – это когда мы вообще собой довольны. И королева пентаклей. Правда, тут может быть как какая-то прежняя. Закопать топор войны, точно. С кем-то помириться. А может быть и мириться не надо, а просто какой-то важный, откровенный разговор у вас должен состояться. Вообще это стабильности. И если мы говорим... Марс, ваша планета-управитель в Тельце. Вот про образ королевы Пентаклей, это и есть где-то Телец. Но, может быть, не обязательно. Это может быть Дева, Козерог, человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли или, кстати, имеет там асцендент. Но часто по этой карте это наши близкие. Не будем привязываться к полу карты, поэтому это те люди, это может быть, как вот вы сами, да, ваши энергии будут таковы, как по королеве Пентаклей, она... отстраивает свою жизнь в каком-то новом организационном порядке. Даже если были какие-то сложности, из хаоса буквально создают свой порядок и свой успех. Вот и вы будете, может быть, вот такие энергии, более миролюбивые. А я бы даже сказала миролюбивые именно потому, что целесообразность вы видите. Все-таки практический смысл всегда присутствует по королеве Пентаклей. Значит, даже какие-то сложные темы по личной жизни вы можете нивелировать, если это необходимо, или согласовать. А может быть, в этом есть напрямую какой-то ваш финансовый интерес. Очень добрые карты, когда как раз вот от этой 5 мечей, от какой-то конфронтации вы как будто уходите. И для кого-то из вас это очень даже на личную жизнь и случайное семейное счастье. И даже в каком бы вы состоянии на данный период просмотра вы не находились, то вот нашего видео, да, значит, все равно в июне для вас сложится какая-то очень благоприятная обстановка по судьбе. Вам буквально какой-то прорыв дает, да? Или вот как большой, может быть, бонус, и именно судьба, высшие силы, ну, как-то правильно сложить в красивый сюжет свою личную жизнь. Ладно, следующий шаг у нас финансы. И что же вам нужно знать? Шикарно. Да тут само по себе то, что не нуждается в подтверждении. Ведь это карта шанса, карта возможностей. Конечно, по этой карте получение денег, получение важных документов. Карта будет говорить о том, что да, действительно, возможность у вас сейчас есть, но это может быть связано с каким-то новым проектом. Возможно, это какая-то тема, которая потребует от вас даже обучения. Иногда это вопрос инвестиций все-таки, да, куда мы вкладываемся. Здесь могла быть какая-то задача, которую вы перед собой сами где-то ставили,
Может быть, это было прежде, но это не решалось. Вот теперь это будет, скорее всего, решаться. По крайней мере, к этому есть предпосылки. Но это как посадить зерно будущих побед или успехов, мои дорогие. Это, в принципе, иногда карта характеризуется как, знаете, может быть, и есть какие-то большие хлопоты, да? И, может быть, и были какие-то финансовые, ну, качели до этого времени. Но здесь это плодородие само по себе. Почему плодородие? Потому что мы как будто вот это зерно посадим в землю, и в последующем мы получим хороший результат. Мы чем-то останемся удовлетворены, довольны. А мы смотрим с вами на финансы. Поэтому что нужно знать? Да благополучный период. Иногда для вас это может быть начало, может быть, создание какого-то капитала. Или когда вы приступаете к новому виду работы, я вот этого тоже не исключаю. Возможно, это ваша дополнительная занятость или подработка, или то, что мы начинаем, ну, может быть, просто потому, что основной источник дохода вас не устраивает, или вы допускаете, что вот вокруг все меняется, и мне тоже нужно как будто приготовиться. Тогда будьте готовы к тому, что то, что нам кажется дополнительным, или то, что нам кажется, ну, может быть, на какой-то короткий период времени, в последующем будет основным. Вот как раз и даст богатый урожай, очень благополучно на финансы. Третий шаг. Неожиданные приключения. Заноза карта, да, я вот часто говорю, пятерка пентаклей, это, знаете, не есть что-то крупное, но где-то она говорит о том, неожиданные приключения, что нам придется согласовывать, чтобы было больше взаимопонимания, где-то мы говорили, и выйти из финансовой зависимости, или когда прежде была какая-то сложная ситуация по деньгам, то вот мы должны свести это все к нулю. Ну, может быть, приключение все-таки, да. Может быть, появление какого-то человека в вашей жизни, с которым нужно договариваться. Или когда встанет выбор по финансам. Ну, давайте узнаем, что будет для вас внезапно, что неожиданно. И тройка пентаклей, работа в команде, новая работа, новое обучение. Я только что об этом говорила, не повторяюсь. Именно на финансы. Новый, может быть, проект. Точно. Нулевой аркан. Здесь, посмотрите, неожиданное приключение. Может быть, в том, ведь по нулевому аркану мы чем-то не просто воодушевлены, а мы, знаете, как эврика, я точно знаю, как надо делать. И это такой, знаете, мощный импульс. Марс в Тельце где-то призывают, тут, скорее всего, не про спешку, а именно очень продуманным действием. Но, видимо, риск, все-таки неожиданное приключение. Риск, он присутствует, не свалиться с этого обрыва. И вот как этот знак судьбы, крест, карта Иерофант. Возможно, вам придется совершить какие-то поездки. Ведь по Иерофанту это система. Система иерархии. Система власти. Всегда провластная карта. Оформить какие-то документы. Может быть, как распытать. Ну, разузнать. Как работает закон или как мне нужно поступить для того, чтобы вы осуществили какое-то дело или вопрос. Здесь больше вашей продуманности. Я больше вижу, вы, мои дорогие овны, по пятерке пентаклей, сами будете склонны, ну, так вот, лучше договориться, нежели устроить какую-то конфронтацию. Лучше какие-то денежки сохранить или приумножить, нежели рисковать. Вот раз у нас выпадает аркан Иерофант, да, вы как-то будете чувствовать вот этот риск. Если прежде бы вы, может быть, очертя голову бы, о, классно, ну, дай-ка я попробую. Здесь нет. Здесь у вас будет такая практичная жилка, дай-ка я посчитаю, а дай-ка я разузнаю, а дай-ка я перепроверю. Ладно, что будет для вас еще неожиданно. Вот люблю эту карту, как бы странно ни казалось. Почему? А потому что она нам говорит, а тебя в прошлом уже нет. И эта карта, знаете, такого здорового равнодушия. Это пережитый опыт. Это то, что нас когда-то, ну, может быть, ставило на колени, выбивало как из седла. Мы были обездвижены. Какое-то время, может быть, это прежняя, опять же, история, которая нам теперь помогает пройти какую-то ситуацию так вот последовательно, пошагово,
более продумано. И по этой карте любая тройка – это карта будущего. Здесь вам и говорят, что в неожиданностях здесь могут быть и люди, здесь могут быть и новые люди, здесь могут быть обстоятельства вокруг вас, и вы будете, может быть, или подметите, что где-то мне это не свойственно. Не свойственно, потому что раньше бы я согласилась или согласился, а теперь нет, дудки. Теперь я на это не пойду. Теперь я это просчитаю. И к вам могут обращаться, кстати, люди. Здесь может быть прозрение, мои дорогие. Потому что то, что нам прежде, как знаете, было в тени, за гранью, оно было как какой-то тайный маршрут. Или то, что мы вроде как пытались ухватить, а оно все время ускользало. Вот здесь, как и тайном, какая-то может открыться у вас то, что было когда-то прежде. И тайна может быть для вас как неожиданное приключение в те вопросы, грубо говоря, да, в которых мы ввязались когда-то. Мы понимаем, что кто-то нами проманипулировал. Или когда-то мы погорячились, ну и взяли на себя слишком много. Вот, казалось бы, приключение без приключения. Ну так вот теперь, как будто Овен будет стремиться к тому, чтобы более рационально, более холодно. А некоторые персоны не переключились. У них как сложился какой-то шаблон в отношении вас. Поэтому, мои дорогие овны, ваша интуиция будет работать, ну, как наиболее активно. И то, что прежде, вы тут можете изменить даже мнение о некоторых людях. И вполне вероятно, для вас это тоже будет такой внутренний инсайт, когда на самом деле это все выглядит как-то иначе. Будьте к этому готовы. Да, вот тут завершается, смотрите, 5 кубков. У вас может быть даже разочарование. И я больше вижу, то вот это приключение может быть связано с переоценкой ценностей и некоторых персонажей. И вот это перемены, мои дорогие, меняются ваши взгляды на мир, на жизнь и опять же на некоторых персон. Вам, видимо, дается июнь для того, чтобы окончательно определить, куда идти не нужно. Или куда Овен скажет, вот нет, спасибо, вот в этом направлении. Я уже там был, и все видел, и все знаю. Хватит, я уже теперь, ну, может быть, более мудрый, а может быть и более хитрый. Не рисковать собой вас учит июнь. Но, видимо, предпосылки такие, когда вроде как нулевой аркан, но ведь есть этот риск. Но нет, тут все будет продумано, просчитано заранее. Но будьте готовы к тому, что выбор какой-то вам придется делать. Туда или сюда, как будто, да. Мы достигаем какого-то плату, и все то, что нам говорили, пусть это, ну, где-то совпадает личная жизнь, финансы, ну, наверное, и по пасьянсу, это центр ваших интересов, то некоторые вопросы выбора могут быть, как и в первой сфере жизни, в личной. Может быть, это и личность, может быть, это даже какой-то, кстати, не обязательно про любовь. Это может быть и именно какая-то денежная история, которая граничит с вашей какой-то реализацией, самореализацией. И тогда здесь как какой-то пазл складывается, и вы можете более четче сделать и правильней какой-то выбор, как будто уезжаете бегом на мотоцикле вот от какой-то неразберихи, так и хочется сказать. Ладно, давайте мы узнаем с вами дальше. И к чему же приготовиться, что ждет впереди, что может быть как с заходом на последующие месяцы. А вот, видимо, вот эти вот 2 пятерки, которые выпали рядышком, вот такая переоценка ценностей вам совершенно необходима. Потому что и наперед Овен столкнется, карта конкретно. Пятерка – это всегда недостаток. И вот посмотрите, от всех недостатков вы бегом на мотоцикле. Да? Я, конечно, шучу. Потому что, смотрите, 5 кубков. Недостаток эмоционального участия. Причем эмоционального участия не вашего. Ваше-то оно было. И это какая-то прежняя история. А это участие со стороны другого человека. 5 мечей. Карта конфликта, опять недостаток взаимопонимания, когда уже сложился какой-то конфликт. 5 пентаклей, недостаток по финансам и одновременно, когда не сумели договориться. Все пятерки собрались. Вот в этих пятерок бегом. И 5 жезлов, сбивчивая, разрозненная информация, искаженная информация, какие-то заведомые фейки, которые приходят на вашу жизнь или, может быть, на ваш имейл, но или через людей, с которыми вы сталкиваетесь.
Сами по себе иногда проходят люди, которые тоже ненадежные. И это не свидетельствует о заведомом каком-то обмане или хитрости. Тут, скорее всего, люди, которых вы тоже будете фильтровать. Вот фильтрация информации людей, на что вы согласитесь, а кому вы скажете, видимо, до свидания. Вот этого не произойдет, потому что по 5 жезлов проходят и те личности, которые о нас попросту забывают. Сначала вроде мы задумали какой-то проект или была какая-то договоренность, а после этого человек исчез. Или он изменил свои планы, а нас даже об этом не уведомил. Ну, давайте тогда мы все-таки узнаем, что ждет впереди. С чем будет связан, для чего вообще овнам нужны вот эти, как прощание с этими 5. Такое редко бывает. Осознанное, наверное, достижение цели, то, что я сказала. А вот по умеренности. Иногда это, пусть не в этой колоде, но это карта, когда Его Величество случай. А у вас выпадало здесь. Вот как раз свидетельство о каком-то судьбоносном повороте. Или о том, что как судьба для нас складывает сюжет, когда, может быть, несколько сюжетов встречаются в одной точке и приходит окончательное понимание. Иногда это время X, когда приходится действовать, и причем действовать совершенно не так, как вы это предполагали прежде. Здесь может быть и Его Величество случай, когда не было бы счастья, а несчастье помогло. Увы. Это может быть даже, будьте к этому готовы, такая, знаете, как оказия, которая начинается как тупиковая ситуация, но вы из нее выходите победителем. Для чего нужна умеренность, рационализм, холодная голова? Потому что мы должны подметить какой-то пункт. Вот он у вас будет железно в июне месяце. Но и придется действовать так, как мы даже не предполагали, мои дорогие. Что ждет впереди? К чему приготовиться? Что за важный шаг? Король жезлов, здесь ваши энергии больше, конечно, по этой карте. Это карта харизматичного лидера. Сама по себе это карта командира, руководителя, начальника, будем говорить. Это не тот, который остается там где-то на задворках или которым, кстати, пытаются манипулировать, да, или, ну, даже, который кому-то помогал, может быть, до этого периода. Нет, здесь меняется статус, мои дорогие. Ваш статус может меняться где-то и финансы, личная жизнь. Это вы сами можете менять имидж, кстати. Вам, может быть, это как необходимо, потому что это как раз по имиджу, может быть, нужно соответствовать, когда вы даете кому-то приказы. Но вы уже сами за кого-то эту работу не делаете. Вот здесь вот могут быть такие впереди метаморфозы. И если прежде, может быть, у кого-то это по карьере происходит, а у кого-то это идет по ситуации. А что это такое? Так что же там ждет впереди? Что за важный прорыв? Здесь может начаться с какой-то новости или как с гонца, вестника. Какая-то история, мы говорим по этой карте иногда, бунтарь без причины. Кстати, тут может появиться действительно тот человек, который создает вокруг себя хаос. Но я точно так же не исключаю, любая карта имеет плюсы и минусы. И это еще, когда мы сами ищем истину, и мы ее находим. И мы ее нашли без прикрас, и мы понимаем, окей, на данный момент это дело обстоит именно так. Тут, правда, будет какая-то история, в которой вам придется действовать совершенно по-новому. Но в конечном итоге вы сумеете сложить это все в красивый узор. 2 кубков для кого-то будет означать, может быть, даже подписание важного документа по личной жизни. Любого документа. Может быть, это какие-то согласия. Возможно, у кого-то все-таки мы все разные, у кого-то процессы судебные идут, да? Тогда есть возможность договориться. Тогда будьте готовы к тому, что обрастет какая-то история в течение июня новыми сведениями или какими-то нюансами, важными нюансами. Здесь как время, мои дорогие овны, работает на вас. И в конечном итоге, что же ждет впереди? Победа. Высшие силы вам помогают, правда, есть судьбоносный момент. Это карта помощи, да, высших сил. Это карта гармонии, поэтому договариваться где-то придется, нам говорят. Это карта финансового успеха, мы с вами об этом уже говорили. Поэтому я смело могу сказать, что ждет впереди. Ждет та победа, которую вам нужно будет сохранять. И, кстати, по финансам карта говорит однозначно, помни, рука дающего сегодня
завтра может стать рукой просящего. Поэтому, мои дорогие любимые овны, как-то будьте аккуратнее с финансами, потому что мы говорили, здесь у вас переоценка ценностей в отношении персонажей, ну или, может быть, даже определенных персон. И, видимо, вот эту трансформацию в июне, она как вам во благо, потому что часть вопросов вы действительно сведете к нулю, потому что не видите для себя ни толку, ни смысла, может быть, ни продолжения, ни эмоционального участия со стороны других людей. Видимо, для вас такой этап совершенно необходим, чтобы в вашей жизни было больше счастья, было больше финансовых возможностей для того, чтобы меньше было помех. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я должна сказать, уже готов гороскоп, астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Он опубликован на моем сайте, и ссылки будут в описании под видео. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.